Добро пожаловать в пространство подкаста «Точка резонанса». Это проект писателя и режиссера Алексея Соломатина. Здесь мы сталкиваем мировые бестселлеры и скрытые алмазы литературы. Мы настраиваемся на чистоту смыслов, чтобы понять, как книги резонируют с нашей реальностью. И сегодня у нас просто невероятный материал для глубокого анализа. Да, совершенно верно. Это такой, монументальный аналитический отчет о документальной прозе, о реальных, порой шокирующих исторических событиях, которые стали фундаментом для самых известных культовых бестселлеров. И наша цель сегодня не просто перечислить эти факты. Мы изучим 5 поразительных историй, чтобы понять, как именно писатели работают с реальностью. Угу. Ведь литература здесь действует как фильтр. Она берет хаотичные, зачастую абсурдные факты и превращает их в смыслы. Так, давайте это разберем. Я сразу хочу предупредить, нас ждут настоящие эмоциональные горки, потому что реальность иногда пугает куда сильнее любого вымысла. Начнем, пожалуй, с 1704 года. Отличная стартовая точка. История шотландского моряка Александра Селькирка. Того самого, который оказался на необитаемом острове Хуан Фернандес и вдохновил всем известного Робинзона Круза. Обычно, как думают, было трагическое кораблекрушение, шторм, романтика выживания. Да, этот миф очень прочно сидит в голове. А вот отчет показывает, что Селькирк не был жертвой шторма. Он был кайпером, то есть, легализованным пиратом с ужасно буйным нравом. И он оказался на острове просто из-за ссоры с капитаном. Сам напросился, по сути. Именно. Устроил скандал и потребовал высадить его на берег. Но как только его вещи оказались на песке, а шлюпка отплыла, до него внезапно дошло. Пожалел о своем решении. Да, он в панике бросился в воду, начал умолять забрать его обратно, но капитан был непреклонен и просто уплыл. И тут начинается кошмар длиной в 4 года и 4 месяца. Никакого красивого обустройства быта, как мы привыкли читать. Абсолютно хаотичное выживание. Остров кишел крысами, которые по ночам буквально обгрызали ему ноги. Жуткая картина. Ему пришлось приручать одичавших кошек, чтобы они спали прямо на нем и защищали от грызунов. И был невероятный случай. Он погнался за дикой козой, сорвался со скалы и выжил чудом. И вот здесь начинается самое интересное. Да, внимательно слушаю. Он выжил только потому, что упал прямо на тушу убитой им же козы. Она смягчила удар. Что здесь действительно поразительно, так это то, как эту историю переработал Даниэль Дефо в 1719 году. Он полностью переписал реальность. Сделал из грязного пирата героя. Точно. Он превратил маргинала в идеального британского буржуа, а весь этот хаос на грани безумия в систематическое обустройство колонии. Литература тут сработала как создание пропагандистского мифа. Робинзон как агент капитализма. Да, и просвещенного колониализма. Дефо просто выморал неприглядную правду. И от этой островной истории мы переходим на дикий американский Запад 1823 года. История траппера Хью Гласса. Знаменитый выживший. Да, где медведь-гризли нападает на человека. Товарищи просто бросают Гласса умирать в лесу, забирают все оружие, и вот он лежит, сломана нога, на спине зияют раны. Начинается гангрена. И решение, которое он принимает, оно просто шокирует. Чтобы остановить гниение, он специально ложится обнаженной спиной на гниющее бревно. Чтобы личинки мух съели омертвевшую плоть. Звучит отвратительно, но это спасло ему жизнь. А потом он прополз на четвереньках 200 миль. Больше 320 километров за 6 недель, питаясь одними корнями. Если мы посмотрим на картину в целом, то роман Майкла Панки «Выживший» раскрывает эту историю поразительным образом. В книге «Месть» показана не как моральный порок, а как что-то первобытное. Как эволюционный катализатор. Именно это негодование из-за предательства вызвало мощный выброс адреналина и кортизола. Это позволило ему преодолеть болевой шок. То есть деконструкция мифа о фронтире. Верно. Человек не властвует над природой, он сливается с безжалостной хтонической средой, чтобы просто выжить. И раз уж мы заговорили о мощи природы, то давайте перенесемся в Тихий океан. Ноябрь 1820 года. Китобойное судно «Эссекс» добывает спермацет. И происходит немыслимое. Атака гиганта. Да, 26-метровый кашалот,
целенаправленно на скорости 24 узла дважды таранит корабль. Для тех времен это было необъяснимо. Корабль тонет, экипаж из 20 человек спасается на крошечных шлюпках. И тут случается парадокс. Из-за иррационального страха перед вымышленными каннибалами на Маркизских островах они меняют курс. И сами становятся теми, кого так боялись. 90 дней скитаний, они становятся каннибалами, доходят до того, что по жребию убивают и съедают юного двоюродного брата капитана, Оуэна Коффина, спасается всего 8 человек. Так что же все это значит? А значит, это то, что шедевр Германа Мелвилла «Моби Дик» родился из столкновения с непостижимым. В реальности Кит, он, возможно, просто защищал территорию от звуков в починке судна. А Мелвилл сделал из этого символ. Абсолютно. Он возвел белого кита в ранг рока божественного или дьявольского абсолюта. Капиталистическая система считала, что может безнаказанно выкачивать ресурсы. И столкнулась с ответом природы. Да, ответом, который невозможно рационализировать. И этот ответ природы прекрасно подводит нас к 4-й истории. Лето 1916 года, побережье США. Аномальная жара, эпидемия полиомиелита. Все едут на пляже. А ученые тогда всерьез думали, что акулы слишком пугливы, чтобы напасть на человека. И за 12 дней июля происходит 5 нападений, 4 смертельные. Тот самый случай, когда акула зашла в пресную воду. Да, самый пугающий инцидент. Она проплыла 16 миль вверх по течению пресноводного ручья Матаван. Растерзала 11-летнего мальчика и парня, который пытался его спасти. И это поднимает важный вопрос. О чем на самом деле говорит роман Питера Бенчли «Челюсти». Об иллюзии контроля. Природа перестала быть покорной зоной отдыха. Но Бенчли в книге сделал главным злодеем не акулу, а человеческую алчность. Мэр отказывался закрывать пляжи ради прибыли. То есть это такое социальное высказывание об ответственности капитала. Совершенно верно. Перед лицом катастрофы. Ну и, наконец, мы переходим к последней, самой мрачной истории нашего сегодняшнего разбора. 1957 год. Фермер Эд Гейн из штата Висконсин. Да, история, которая навсегда изменила жанр триллера. Полиция ищет владелицу скобяной лавки и находит в доме этого скромного человека настоящий кошмар. Гейн убил 2 женщин и годами раскапывал свежие могилы. Находки там были просто леденящие кровь. Корзины из человеческой кожи, чаши из черепов, маски из женских лиц. И, пожалуй, самое страшное – корсеты из плоти, которые он надевал, чтобы физически слиться со своей покойной деспотичной матерью. Колоссальное культурное влияние. Гейн стал прототипом Нормана Бейтса из «Психо», кожаного лица из техасской резни бензопилой и Буффало Билла из «Молчания ягнят». И смысл здесь в том, что миф о безопасной одноэтажной Америке 50-х был полностью разрушен. Зло больше не исходило от коммунистов или графа Дракулы. Угроза оказалась внутри, в соседском доме, в деформированной психике. Литература осознала, что самые страшные демоны рождаются из дисфункциональных семейных связей. Реальность действительно превосходит любой вымысел. Искусство постоянно использует шокирующую реальность, чтобы заставить нас встретиться со своими страхами в безопасной среде текста. И, опираясь на услышанное, хочется оставить одну мысль. Задумайтесь, сколько еще уютных историй и привычных мифов вокруг нас на самом деле скрывают под собой мрачные, хаотичные реальные события, только и ждущие, чтобы их открыли заново. С вами была «Точка резонанса», наш код в смыслах. Подробности и ссылки ищите в описании эпизода и в нашей группе ВКонтакте.